Добрый день, дорогие друзья, гости канала, мои любимые зрители, подписчики. Ну что, дорогие товарищи, мы вас поздравляем с 1 мая, да. И сегодня мы с Ариф Мухамедовичем, да, с нашим другом, знакомым, нашим любимым товарищем вышли на 1 мая на Ташкент, в Ташкент, посмотреть, как там сейчас все. Я вам буду все показывать. Ариф Ака, салам алейкум. Ассаламу алейкум, Рустамджан. Как вы, как дела у вас? Ничего, Поздравляю. yaxshimisiz? Рахмат, спасибо. Саламаты yaxshimi? Да. Рахмат, спасибо, да. Uydagina yaxshimi? Bayramlar muborak bo'lsin. Да, не говорите, вас тоже с праздником, с 1 маем. Ну что, давайте прогуляемся, посмотрим, как сегодня живет Ташкент, Да, что у нас прекрасный происходит. Город сегодня в самом цвету. Вы неспроста так назвали, в самом цвету, потому что у нас проходит фестиваль цветов в Ташкенте. Мгм. И мы как раз направляемся вот по направлению к этому мероприятию. Это чудесное мероприятие. Я вообще сторонник того, чтобы создать постоянный действующий павильон экспоцентра, посвященный цветам. О, Чтобы в любое время года можно было прийти, посмотреть, ознакомиться со всей палитрой цветов, которые существуют в Узбекистане. А у нас цветоводство это традиционно. Даже есть город Наманган, который славится своими цветами, цветоводами и прекрасными садами. Но это свойственно не только Намангану. Просто там как-то традиционно сложилось. Но Ташкент тоже ничем не уступает. Здесь очень большие есть династии, которые занимаются выращиванием, разведением цветов, особенно роз. Это все надо показать, уметь показать. да. Ведь если взять ту же Голландию, славящуюся тюльпанами, Да. а откуда они взяли эти тюльпаны? Ведь начальный материал, исходный материал был взят с наших гор, Ага. со среднеазиатских гор, в частности с гор Узбекистана. Это же прекрасные тюльпаны. Ну, сейчас я вспоминаю свое детство, юность, когда население Ташкента любило выезжать в горы Чимгана, это отродье Тяньшаня, на электричках и своим транспортом для сбора цветов. Вот именно апрель месяц был месяцем распускания тюльпанов и маков. Сначала маки, потом тюльпаны. Люди беспощадно вырывали их. А ведь надо учесть то, что цветок, он не сам по себе красивый, допустим, набор лепестков. Это место, где берет начало жизнь. Опыление, происходящее внутри цветка, вот этот оплодотворенные клетки, они опускаются по этой трубочке, по стеблю тюльпана и оседают в корне. Там образуют луковицу, то есть чадо образуется. Да. Если преждевременно сорвать тюльпан, то этого оплодотворения не происходит. И на будущий год на этом месте не будет того зачатка, от которого берет жизнь сам тюльпан. Поэтому надо подходить к цветам очень осторожно. Можно любоваться ими, но ни в коем случае не рвать беспощадно и бесконтрольно. Да, мы в первый день на фестивале. Здесь у нас зона фудкорта представлена. Уже на протяжении нескольких лет проводится этот фестиваль. Я первый раз присутствую на этом фестивале. Решил пройтись вместе с нашим уважаемым Ариф Ака по стендам цветочным и показать вам эту всю красоту. Сейчас мы заходим как раз-таки на главную территорию, где расположены
цветовые декорации, декорации, цветочные декорации, да? Дизайнеров ландшафтных, ну и вообще мастеров цветочного дела, да? Угу. Очень много фотозон, вот таких вот рамок. Можете смело здесь фотографироваться. Смотрите, Ташкент 2025 в цветах. Ну вот тут. Даже самолет, кукурузник, весь в цветах. Угу. Что, Ариф? Это отдельным кадром даже. Да, вот так. Хорошо, хорошо. Ну, идемте прогуляемся, посмотрим. Вот такой ковер из цветков. Вообще, я заметил, у нас в Ташкенте действительно очень много, когда начинает теплеть, очень много высаживают именно вот таких маленьких цветочков, которые вы сейчас видите. Угу. Причем вдоль дороги, вдоль трасс. И это всегда повышает настроение, да, Арифака? Да. Я проездил, ну, не одну страну, объездил, и европейские страны, и американцы, североамериканские. Там тоже есть свой шарм, есть свои прелести. Но так, увлеченно цветами там не занимается. Там гармонию цветов создают за счет природных ресурсов. То есть в той же Канаде, например, красный клен, Да. он придает особый прелесть природе. Но это наступает этот период осенью, когда все рощи, кленовые рощи, покрываются багряно-красным цветом. Да, замечательное зрелище, действительно необычный. Мы привыкли к зеленым листьям, а тут Да. они такие бордовые. И вот неплохо было бы их сюда тоже привезти, Ну вот, адаптировать смотрите. к нашим условиям. Да, макет самолета. Вот кукурузник. Действительно, да, кукурузник же, да, это? Кукурузник, да, Ан-2. Ан-2, точно. Ан-2. По-моему, это живой экспонат. Не, мне кажется, макет. Хотя пропеллер такой вроде бы. Настоящий, да? Настоящий. Я хочу одно. И вот караван, несущий гирлянды цветочные. Да. Вот так по всей колонии. Надо снять так вот его караван. Будьте здоровы. Вот смотрите, какая красота. Приходите сюда. 3 дня будет выставка. До 3 числа включительно. Особенно в вечернее время будет здесь очень много. Динозаврики. Да, в вечернее время будет очень много народу тоже здесь. Мы специально вышли утром, чтобы хоть как-то пройтись, погулять и посмотреть и показать вам. Потому что вечером здесь, конечно, не протолкнешься. Нас часто спрашивают, почему нету людей. Люди есть. Просто мы снимаем тогда, когда, ну, действительно, людей не очень много, чтобы лишний раз не выслушать в свой адрес, что зачем вы меня снимаете. Да. Да, тема динозавров у нас здесь представлена. Вот даже, видите. Так. А вот это наша знаменитая стела, да, которая расположена в Новом Ташкенте, представлена, да, здесь она тоже в микро в таком виде и с цветами. Кстати, если подойти к теме динозавров, то Так. надо отметить, что на территории Узбекистана, в Сурхадаринской области, обнаружено очень большое, как говорится, то ли залежь, что ли, схрон динозавров. Именно вот Да, в останков, да? Сурхадаринской области. О, Да, ничего да, да. себе. Может быть, вот это и увязали тематику вот с этой новостью Мгм. и с этим явлением. Это птица хумо.
Мгм. Жар-птица в виде павлина. Это символ Узбекистана. Как известно, птица хума, она возрождалась из пепла Как птица и не Феникс, раз. да? Это вечная птица, Мгм. поэтому она помещена в центр герба Узбекистана. И вот, если посмотрите наверху, вот герб, видите, это птица хумо изображена. Да. То есть Узбекистан возрождается после определенного периода застоя. Конечно, тяжелого такого периода или каких-то там нежелательных волнений Узбекистан смог избежать. Это все благодаря толерантности народа, дружелюбию, трудолюбию, творческой активности. Ну, утраченные связи международные, они, конечно, повлияли на развитие Узбекистана в 90-е годы. Я думаю, в 90-е годы многие, почти все страны, бывшие СССР, ныне СНГ, они прошли этот тяжелый период. Смотрите, глиняные статуэтки наши, знаменитые бабайчики. Да. Как Вот, это мило все смотрится. да, мило с лепешечкой. Так. Идемте дальше. Мгм. Давайте я его тоже сниму. Да, сегодня в Ташкенте также празднуется День фонтанов. Да, все фонтаны, как я говорил выше, они сегодня должны работать. Просто по умолчанию их сегодня должны все запустить. Вот. Да, также представлены, видите, мастера со своей продукцией. Такие клатчи, сумочки, подушечки в национальном стиле, халаты, жилетки, национальные украшения. Смотрите, какая красота. Это же ханатлас. Это наш национальный. Смотрите, шикарно. Вот на девушке как смотрится. Супер, да, вообще? Наш? Да, здорово. Или вот, смотрите, куколки. В национальном стиле. Пока тоже пошел снимать. Сейчас мне нужно его найти. Так. Вот, нашел я его. Давайте пройдемся вот по этой аллейке. Здесь, видите, представлены маленькие цветочки в горшочках. Довольно-таки интересно. Такой потолок, правда, искусственный. Ну вот зонтики. Потолок из зонтиков. Вот такая панорама. Да, Ташкентский фестиваль цветов. Да, готовится сцена, видите, да, вон там дальше. Вечером будут здесь представления, песни, танцы, в общем, все. Ой, да простят меня, пройду я через зеленую траву. Да. Кто узнает это здание впереди? Помните, долгое время советское стояло, он долгостроем, да, так называемым. Да, его что-то то переделывают, то перестраивают. Потом открыли вроде бы, или там офисы для каких-то компаний были.
Сейчас я, честно говоря, не знаю. Возможно, он также, ну, вроде функционирует. Хотя несколько лет назад верхнюю часть тоже ремонтировали. Да. Такие узоры из цветов. Запах, вот честно, да, вот такой приятный запах, душистый. Невозможно передать. Столько пчел здесь летает. Работают пчелки. Да. Вот здесь вот чайник с пиалой или с чашкой. Весь в цветах. Ну, в общем, первый день, утро сейчас. 1 мая. Людей, как вы видите, несмотря на то, что рабочий день, в Узбекистане почему-то сам этот день никак не отмечается, что прискорбно, потому что, ну, практически во всех республиках бывшего Союза он как-то называется по-своему, да, может быть, не так вот первомайский праздник, а День труда, день еще как-то, но почему-то в Узбекистане его просто, ну, никак не обозначивают. Странно немного. Так, Арифака я нашел. Так, Арифака. Ну, рассказывайте, что вам здесь понравилось? Здесь все понравилось. Главное, здесь соблюдает национальный стиль, национальные особенности этой, украшений. Есть вот это и арабские, конечно, но в целом вот эта вот витрина, она, Который вот здесь да, представлен, вот это вот придерживается более наших. национальной Ага. традиции. Или вот смотрите, гранат. Да, гранат. Это гранат скорее Конечно. арабского. Какая красота, а? Символ плодородия. Мгм. Это очень так шикарно сделано. Bularni kim tayyorlagan ekan? Shuni? Bu arab nimasidan olinmaganmi? Arab nimasidan olinmaganmi? Yo'q, men o'zim dars o'taman qizlarga noldan. Yo'q, Hozir men sizga tasbihidan bor ekan. Yo'q, bu tasbih emas. Tasbih etman nima? Tumor. Navdachini aksiyada hozir men sizga dars o'tayotgan videolarni qo'yib beraman. Акация. М, Рядом дубы. Смотрите. Эта девушка сама готовит, изготавливает эти все. Она ведет уроки. Она сейчас Yaqinda Buxoroda edim, Buxorodan keldim. покажет, да. Нет, она была в Бухаре. O'zingiz qayerdansiz? Toshkent. O'qizuvrim bu yoqda. Hozir man yorug'roq qiling kamerani. Yorug'roq qilib bering. Ekonomda turibdi ekan. Ko'chada ko'p yuramiz-ku. Mana Rustam aka. Оу. Вот ее школа. Учебный центр. Угу. Отсвечивает. Мгм. Ну, здорово. Это классно, когда люди занимаются своим любимым делом. Да. Две дипломы лежат. Какие? Юридические? Беньков тоже? Не, Винков нет. Qaysi? Медицинский. Buni nechi ekan? Bu kezelimi. U 100 ming. А tumorchi? Bunda 120 ming. Но зато это дело приносит вам больше душевного покоя, да, и радости. Конечно, да. Правильно? Я вообще не думала, когда вот эту работу начала, я не думала, что я буду зарабатывать. Мгм. Я для себя хотела сделать. И девчонок хотела учить. И уже это большая бизнесом стала. Я У вас недавно- получается здорово. Классно. Showroom katta bu. Showroom bizada Xanchapan restoranini bilasizmi? Riverada. Yana. Sebzor. Xanchapan. O'sha yerda har kuni kechqurun inosranskilar bilan ishlaymiz. Alhamdulillah, shu shundan butun oilamni umra qildirib keldim. O'zim 2 marta borib Voy, keldim. молодец. 6 yoshli o'g'lim Kabaga kirib chiqdi. Shayx yoniga borib qoldida. Mana shu kasbimni o'rtasidan. Да, здорово. Такие платья длинные, в национальном стиле. Ну, это арабская тема, да, абайи, кажется? Просто в национальном стиле, да. Здесь ханатлас используется, да, история? Да. О,
смотрите, какой он нежный. Мгм. Erkeklarda ham bormi shunaqa bir yopinchiq nima? Yo'q, qilamiz. Erkaklarga ham qilamiz, yo'qda bor erkaklar. Bormi? Bu ko'p kelmaydi, keyin ko'proq ayollar qatnashadi deyishganiga. Hop, rahmat. Siz ismingiz nima? Fotima. Fotima. Umidaxon, Fotimaxon, omad sizlarga. Rahmat. Всего доброго. Salom ber. Assalomu alaykum. Идемте Assalomu дальше. alaykum. Ertaga film chiqadi, Rustam и Kamila degan. я YouTube'dan ko'rasiz. O'zingizda. Rahmat, yaxshi. Это мужской рубашка, да? Oh, tapchanchik. Идемте. Betga boshqacha yasatib turamiz. Ha, buni qanaqa qilib? Men bu Ух ты. Вот Прекрасно. мужская рубашка. Прекрасно. Ой, урвали. Но это не мой размер, вам как раз. Да, ребята запускают там летучих змеев. Вот это снимал? Хотя сейчас, правда, нелетная погода для них. Прекрасно. Ух ты! Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Какая красота! И бишик тоже здесь, а? Ух ты! Все у нас, Мастерица. да, лепешечки маленькие, патырчики. Да, супер. Спасибо. Все очень красиво, здорово. Спасибо. Да, приходите, покупайте, очень много товаров в национальном стиле. И блюда национальные. Да, чак-чак, Чак, орехи. котлама, И чай нальете, да? бурсак. Да, горячий, да? Ой, хорошо. Для этого что, надо присесть или можно по нашим обычаям пьют сидя Да, давайте. и маленькими глоточками. Ну, Арифака, скажите что-нибудь. По узбекским традициям чай наливают наполовину. Да. И даже чуть меньше половины. Это говорит о чем? Это говорит о том, что умерить надо аппетит в руках держать. Ну, чтобы гость не ушел, наверное, да? Да, да, чтобы чаще. Все, мы с ему вами до доливать. вечера сейчас здесь. Да, класс. Мы здесь. Shundan keyin YouTube'da ko'rasizlar. Rustam и Камила degan блогерлар. Bu Rustam. Мы снимаем про Ташкент вообще. Да. И честно, сейчас вот аж душа поет, что все в так национальном стиле все выложено. Chiqadi, oxirgi ikkita filmda o'zim ham olib boryapman bir ikkita joylarni, asosan bular. Rahmat sizlarga. Спасибо большое. Sog' bo'linglar. Всего sog' доброго. bo'linglar. Такие футболочки с принтами. Тоже, да, смотрите? Недавно приезжал ко мне Сканируйте друг код. Да. с Татарстана, и он не мог найти наши футболочки. Вот они здесь, А вот, смотрите. оказывается, вот, Да. оказывается, надо ходить по специальным ярмаркам. Это Делим Стор. Да? Демонстор. Вот Специально снимаю QR-код для наших зрителей, чтобы отсканировали, заходили и делали больше заказов. ikki uch kundan keyin YouTube'da ko'rasizlar film. Rustam va Kamila deyapsiz. Bularni blogi. Toshkent haqida videolar oladi. Арифака тоже нас рекламирует. Oxirgi ikkitasida o'z Да. borman. Такой Дастархан Joylarni тоже, gapirib смотрите. berganman. Bugun qo'ymay olib chiqishdi. Погода просто сегодня нас радует, да? Да. Ветерок такой приятный. Смотрите. Майский. Да. Само слово май, оно было ассоциировано с понятием маевка. Да. Маевка. После того, как проходили демонстрации, Да, народные да, да. гуляния, все уезжали на природу, на природу, маёвку. на маевку. Расстилали коврики вот на таких лужайках, Да. возле воды, под тенью деревьев. Мгм. Звучала музыка, песни. Это был настоящий душевный праздник.
Он и сейчас сохранился. Qani. Ukam, bitta nima qilib yuboring. Bitta harakatlarni. Ух ты! Да. О, полон. Жигит. Ух ты! Прекрасно. Смотрите, воздушный шар даже надули. Две арбы возле сцены, а сзади надувают. Слышите звук? Еще один воздушный шар. Оп. Идемте поближе. Ну, детвора уже бегает с воздушными змеями в виде птиц. Да, площадь позволяет. Ветра, правда, не так много. Хотя, смотрите, нет, поднимается. Да, здесь самая главная физика. Чем быстрее бежишь, тем выше змей. Ну, сколько можно вот так вот пробежать, чтобы его пустить? Да, я бы точно, наверное, здесь на первых 100 метрах уже бы не смог дальше бегать. Ну что, идемте подойдем к воздушному шару. Что надули? Или же все-таки будут кого-то приглашать лететь? Наверное, вряд ли. А здесь не получится, да, с этим делом полетать. Арифака, куда мы с вами направляемся? Знаете, сегодня у нас день фонтанов. Да. Праздник точно, фонтанов. Точно. Давайте пройдемся к фонтану, самому центральному фонтану Ташкента. Это на площади Мустаклик, независимости. Есть очень много еще значимых фонтанов. Это около театра оперы и балета имени Наваи, около государственного цирка, потом около Дворца Дружбы народов. Ну, если их перечислять, я думаю, наверное, около 300 фонтанов можно насчитать. Да, возле музея Амира Тимура такой очень масштабный. Да. Фонтаны, они придают городу не только эстетический вид, они смягчают воздух столицы. И это как сердце города. Фонтан работает, значит, все движется, все бурлит. Есть и символическое значение. Ташкент, он сохранил свой зеленый фон. Эти деревья, значит, тенистые улицы. Если вот пройтись, посмотреть по старому Ташкенту, по новому Ташкенту, можно видеть, что не все так остро стоит, как некоторые люди пытаются донести до масс. Якобы шла беспощадная вырубка, обрезка деревьев. Нет, вы посмотрите, что, например, в европейских, американских странах вот на такие рощи именуют лесом, а у нас это просто сад, просто парк. Причем в центре города. И причем в центре города. Да, это метро Мустакилик, бывшая Ленина. Да, Выход да. получается на И сквер. посмотрите, какая зелень, какая пышная зелень.
Да, вот здесь, конечно, очень тенек такой, дубы. Ну, конечно, уход за парками, за насаждениями требует от коммунальных органов довольно большие затраты сил, средств, но это окупается здоровьем населения, окупается самой эстетикой города. Вот, к примеру, можно вот обратить внимание вот на эту ветвь. Активист, это дерево требует санитарной обрезки. Да. Или вот, например, здесь высохшие листья, ветки требуют санитарной очистки, иначе отсюда пойдет дальше распространяться болезнь или те причины, которые привели к высыханию дерева. Поэтому не надо торопиться с выводами. Говорят, что идет беспощадная обрезка или вырубка деревьев. Происходит и эстетическая поправка насаждений, и санитарная обрезка. Но это все культура городского паркового искусства. Вот мы сейчас находимся возле дворца князя Романова. Это наследника престола. Да. Ну, он в силу определенных обстоятельств был из Санкт-Петербурга переведен в Туркестанский край. Угу. Здесь он построил такой вот особняк и очень много привнес положительного в развитие Ташкента и его округи. Да, его часто реконструируют. Я думал, что сегодня нас как-то все-таки могут туда пустить или нет, но, скорее всего, смотря то, что там людей нету, наверное, он закрыт сейчас, да? Все-таки. Да, последний раз здесь находился зал приема иностранных гостей. При Министерстве Это Министерство иностранных да, дел. Да, зал приемов. А в советское время здесь располагался Республиканский дворец пионеров. Да. Я ходил сюда. Здесь громадные подвальные помещения, мы там занимались авиамоделизмом. Угу. Моя тетя руководила этим кружком. Кстати, она первая женщина в мире, которая сделала действующую модель радиоуправляемого реактивного самолета. Угу. Это можно сейчас сопоставить с дронами. Да. Только дроны турбовинтовые двигатели, а там был реактивный двигатель. И вы представляете, это в 1964 году. Я могу даже привести вам фотографию. Я обязательно нашей ее тети вставлю, да, 60 вот сюда вот. 1963 Ничего года. себе. То есть там какое-то топливо, да, было? Да. Да, мы сейчас пройдем по переходу ближе к тем фонтанам, к нашим знаменитым ташкентским фонтанам на площади Мустакилик. Здравствуйте, здрасте. Спасибо. Спасибо. Наши зрители. Очень приятно. Ташкент очень богат древесными насаждениями. Здесь около 1000 видов деревьев в Ташкенте распространены. Вот над нами дуб обыкновенный. Плоды мы знаем, это желуди. Вот этот дуб пирамидальный. Да, он прямо, получается, по аллее Да. высажен. Смотрите, его даже не убрали, да? Нет, я не уберу, зачем? Ага. Это ясень. У него, видите, листья с сердечками. Значит, пройдемте дальше. Это дерево акация. Акация, это азиатская, Такая, которая с хорошим, таким классным запахом. которые любят жирафы кушать. В Так. саваннах, если вы видели, обглоданы наверху зонтиками. Ага. Это и есть акация. Она очень красиво цветет и ароматный душистый запах дает. Да. Значит, тут у нас платан, Вот этот. да,
над ним, значит, опять ясень, ель. Дальше, значит, у нас лиственница. Значит, а вот это вот над головой нашей, это ива, плакучая. Плакучая ива, да. Плакучая ива. О ней много очень легенд. Почему плакучие? Потому что когда ветви вот этот разрастаются, они висят, очень любят воду. У нас здесь в Узбекистане, вообще в Средней Азии, сажают их возле бассейнов, хаузов. Возле водоемов, и да? водоемов. Они, опуская голову, то есть наклоняясь к воде, как бы спускают волосы свои. И есть даже песни Маджнун Тол, Мгм. то есть плакучая ива. Как-то в легенде сказано, что она вышла к реке, увидев свое отражение в воде, она осталась настолько очарована собой, что до сих пор она не может поднять голову от воды. А так оторвать. она и наклонилась и держит Да. голову, Вот да? это дерево у нас катальпа. Катальпа, Катальпа. Это Ага. крупнолистное дерево. да. Очень красиво. Вообще очень зеленый сквер, причем Да. с таким Вот- разнообразием вот это- деревьев. Вот это у нас карагач. Ага, Большой карагач. Очень Громадное твердое, дерево. хорошее дерево. Да. Ну, тут вот это нежное дерево. Это разновидность акации, японская акация. Мгм. Ей свойственно складывать на ночь, собирать листья. То есть она закрывается на ночь. Закрывается, остаются как бы струщи такие видны. Мгм. Ну, с утра они опять распускаются. Ну, это елка, разновидность. Елки сосна. Сосна азиатская. Да, рядом еще один Да. громадный дуб. Вот еще один дуб. Да. Так, мы сейчас должны здесь, пока не встречаем. А вот он, каштан. Вот он, вот внизу. Мгм. Это молодое еще дерево. У нас здесь целые рощи каштана есть. Айва. Вот это. Вот это дерево айва. Вот оно. Да, Арифака, мы находимся на одном из значимых мест для Ташкента, да? Расскажите, пожалуйста. Да. Мы находимся возле памятника бывшему руководителю Узбекистана Шараф Рашидовичу Рашидову. Этот человек много лет руководил страной. Порядка Республикой нашей, 23 лет. Родился он в 1917 году, умер в 1983 году. Ассаламу алейкум. Шараф Рашидович Рашидов. По специальности, профессии он был педагог, писатель, человек, прошедший войну, получивший ранение, вернувшийся в республику, он активно подключился к просвещенческой работе. Будучи родом из Жизака, он восстановил школу, которая находилась в Упатке. Школа тогда называлась имени Нариманова. Так вот, значит, в последующем он проработал главным редактором самаркандской партийной газеты, секретарем обкома по идеологии. В начале 50-х его перевели в Ташкент, он возглавил союз писателей Узбекистана, далее стал председателем Верховного Совета Узбекской ССР. Ну и в если не ошибаюсь, в 1957 году, в 1959 году, он стал первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Узбекистана. То есть он возглавил республику, получается, в возглавил 1959 году, да? Да. Мгм. Это очень высокая политическая должность была. Одновременно он был избран кандидатом в члены Политбюро Союза СССР.
член Политбюро Коммунистической партии Союза СССР. Работал плечом к плечу и с Хрущевым, и с Брежневым. Значит, прожил он с 1917 года по 1983 год. За время своей деятельности он очень много сделал для Узбекистана. Он поднял промышленность, поднял социальную сферу, построил новые города. В его время было построено, под его руководством были построены новые города, поселки, освоена целина, голодная степь. Ташкент возродился после 66 невиданных года. размахов обрело у нас сельское хозяйство. Да. Под лозунгом «Животноводство, ударный фронт» развилось и животноводство, хлопководство. Значит, получило очень интенсивное развитие. Машиностроение, сельское машиностроение в особенности. Ну, благодаря вот его заслугам ему была присуждена государственная премия имени Ленина, а также он лауреат, дважды лауреат ордена Ленина. Также герой Советского Союза. Ну вот его заслуги, они до сих пор очень почитаемые. Наше поколение прекрасно знает о нем. Более того, я хочу сказать, что он был школьным учителем у моего отца. О, Да, отец у меня был родом из Жизака. Он учился в этой школе. И вот в 1942 году, по возвращению Шарафа Рашидовича с войны, уже комиссованным после ранения, он пришел, проходя мимо школы, заходя в свой поселок, село, он зашел в проходную школу, а там сидел как раз у меня папа, как охранник, жил он напротив этой школы. Он быстро встал, встретил учителя своего, налил здоровье ему пиалу чая. И когда разговорились по душам, Шараф Рашидович спросил, каково сейчас положение школы. Ну, отец рассказал, что мужчины учителя на фронте, женщины в поле, дети, кто с матерью в поле, кто где. Ну, он тогда дал ему поручение собрать на следующий день всех учеников, а это были старшие классы тогда, и начать учебный процесс. На следующий день, папа оббегал все село, собрал учеников, друзей своих. Шараф Рашидович опять восстановил учебный процесс. Ну, через 2 года, когда они уже закончили 11 класс, Шарафа Рашидовича перевели в Самарканд работать, в редакцию газеты. И он с большинством учеников, учеников большинство забрал с собой туда. И направил их на учебу. Ну, из того класса вышли очень много государственных деятелей. Помимо моего отца, доктора филологических наук Мухаммада Шарипова, в этом классе учился и Уктам Арипов, академик, много лет возглавляющий Ташкентский медицинский институт, Ариф Икрамов, последующий ректор Самаркандского педагогического института, Низам Кушаков, председатель народного контроля области Жизакской, Убайдулла Туракулов, первый секретарь горкома Жизакского, ну и ряд еще других деятелей. Значит, они всю жизнь остались благодарны своему учителю, наставнику. Он был не только учителем, он был и воспитателем для них. Вот такова история Шараф Рашидович. Это был прекраснейший, умнейший человек. да. После кратковременной даже беседы с ним, после встречи, у человека как бы вырастали крылья. Заряжался энергией, да? Да, вот вот под его... Вот это я, кстати, слышал, да. Да, вот этот дух его, вот эта сама манера беседы с человеком любого возраста, оно окрыляло его. Окрыляло на созидание, на творчество, на доброту. Вот это его
может быть, как сказать, был гипнотический такой его характер, что ли. Да. Черта его была такая. Мгм. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allahu amin. Çok güzel Kur'an-ı Kerim'in dualarını Allah'ın uzaklığı kabul etsin. Buna kepçe savunma, zaten o'tgan aziz avliyolarimizni pir ustozlarimiz ruhlariga, o'tgan davlat arboblarimiz ruhlariga, xususan Sharof Rashidovni ruhlariga bag'ishla etdik. Ularni avlodlarini ruhlariga, ajdodlarini ruhlariga, oilasini ruhlariga Allohim bag'ishla etdik. Bu dunyoda bilar bilmas qilgan gunohlarni o'zi kechirgan. Oxiratlarni obod qilgan, joylarini jannatda qilgan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. صابرين. Ариф Ака, мы с вами вышли на бывший музей Ленина. Я постоянно, когда здесь прогуливаюсь, я все время напоминаю нашим зрителям, что меня здесь в 1983 году на этих лестницах принимали в пионеры почетно. Знаете, такой гордый шел домой в шортиках, в белой рубашечке с красным галстуком. Ну, это было вообще, это 3 класс как раз. Сейчас это музей истории Узбекистана. Да, в 1982 году нас, делегатов 22-го съезда комсомола Узбекистана, значит, чествовали здесь, в этом зале, принимали. Ну, тогда было это музей Ленина, как вы сказали, это сейчас в данное время музей истории. Точно, значимое место. Здание издательств, на котором еще часы. Это информационное агентство сейчас в Узбекистане находится здесь. Да, мы спустились в подземный переход, который выходит на площадь Мустакилик. Вот он. Он без изменений, в принципе. Ну что, друзья, мы с вами поднимаемся по лестнице подземного перехода и выходим в центр нашей столицы. Да. Ариф Ака? Ну, смотрите, обновленный фонтан. Здесь произошла модернизация фонтана. Сделали довольно-таки очень интересный, как дно получается, да, выложили майоликой. Но что я заметил, сила фонтана довольно-таки слабая, кажется, да? Да, она немножко ослабела. Там были латунные форсунки видны были. Их Да. спрятали за мраморной облицовкой. Мощные были насосы. И потом под фонтаном были окна. Через эти окна прохладный воздух, он снабжал вот это большое здание. Это здание кабинета министров. Так, это Министерство финансов, наверное, сейчас. Помните, Да. здесь Как- кинотеатр «Искра» еще находился? Да, когда-то оно было 20-этажным, его урезали. А в связи с чем? Почему так вот решили его взять и наполовину, Ну, можно сказать? Ну, видимо, вот после случая 1999 года. Теракты, когда вот тут, да, произошли теракты, взрывы. когда были, основной вот теракт пришелся на здание кабинета министров и на кинотеатр «Искра». Да, прямо вот здесь же машина, да, Да. взорвалась? И Да, получается и там. под зданием. Ага, Здание стояло сначала на ножках, да. внизу было открыто, подъехали тогда машина, и там и произошел этот случай. А это здание, оно было очень высоким, мало того, еще сейсмичная зона. Видимо, какие-то дефекты произошли на верхних этажах после такого потрясения, и решили его уменьшить.
Да, перед тем, как пройтись возле фонтана, мы заметили, что на этом участке довольно-таки очень много разнообразия деревьев, да, Ариф Ака? Да, вот одно из разновидностей клена. Ага, Ниже вот магнолия растет. да. Тут кремлевская ель. Ну и береза. Береза, кстати, хорошо приживается У в нас. Узбекистане, да. Да, белая береза. Ну, вот это дерево действительно, смотрите, Да. оно такое бордовое. Канадский Бордовая. клен, да? Еще бы, да, еще бы канадский клен бы завести, это не совсем канадский клен. Ага. Это декоративная шелковица, Тутовник. 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 Ну, декоративный, не плодоносящий. Есть у нее плоды, только мелкие, очень красные Мгм. плоды. Ох, какой шабада. Ветерок, да, шабада. На узбекском языке это называется шабода. Шабода означает прохладный ветерок. Да. Вот именно вот эта вот шабода ощущается здесь как нигде. Потому что продолжительность этого фонтана, ну, метров 30, наверное. Ну, может быть, чуть меньше. Хотя, Да. может быть, да. Ну вот, как я говорил, вот эти щели, затягивающие прохладу для кондиционирования воздуха вот этих административных зданий, они сохранились. Просто их спрятали в эту узорчатую обрешетку. Ну что, пойдемте, как раньше, прогуляемся. Наступайте наверх. Да, мы здесь Такой подиум. ходим. Мы здесь бегали. Да. А 1 мая с шарами. О, Полные карманы радости. чувствуете, да, брызги? Да. Если посмотреть, форсунки включены через одну. Да. Я думаю, есть резервные форсунки. При необходимости их тоже включают. Тогда здесь получается глухая стена водяная. Ну, сегодня могли бы включить, честно говоря. Сегодня день фонтанов. Включить так, чтобы аж Да. здания не было видно, как это было раньше. Раньше вода сюда поступала с Анхора. Санхора. Регулярно поступала вода через насосные станции. Сейчас здесь установили рециркуляцию воды. То есть та же самая вода, она имеет обратный цикл. И, конечно, современные установлены фильтры здесь. Были опасения, что когда оградили эту зону, были опасения среди населения, что здесь сделают какую-то стоянку автомобильную. Ну нет. Здравый смысл взял вверх. Да. Ну, видимо, такая особенность властей, что они заранее не озвучивают идею каких-то там работ по реконструкции. Ну, можно видеть, что во всем есть свой здравый смысл. Надо быть и оставаться оптимистом. Через некоторое время здесь будет купаться детвора. Вся детвора Ташкента. Да. Радостей будет здесь море. Да даже сегодня вечером мы можем даже наблюдать. Да, и надо проверить, насколько температура воды готова к этому. В принципе, можно. Можно, да?
Но дно Если заметно, осторожно. да, дно заметно уменьшили. Уменьшил, да. Ну, Уменьшили. это нет опасений, что кто-то здесь Да, не дай бог. захлебнется. Или... Да. А так, в Затонет. принципе, здесь по коленке, кажется, даже может быть Да, еще майорика тоже, она сделана такая, не скользкой. меньше. Мгм. Но если вы помните, вот тут были зонтики. и Мороженое. Мороженое были. Да. С мороженым в руках можно было побегать возле фонтанов. Да, да. Bu qayerga boradi bu? Ha, garajmi? Bu yoqqa emas, ha? Hozir buni fontan tagiga garajmi? O, bu молодцы. Suv o'tmaydi bu? Suv o'tmaydi. Kirish qayerda bo'ladi bu mashinada? Ha, bu yoqdan. Ha, u kabin benzinda mashinada. Здесь трехэтажный гараж, оказывается, под фонтаном построили. Для машин, да? Да, Кабмина, Минфина, Мгм. трехуровневый. Да, пристроили еще одно, получается, здание, которое, да, вот немножко Да, да. сюда вышло. Да, это на месте кинотеатра Искра. Да, здесь раньше кинотеатр «Искра» был. Самый уютный зал, говорят, вот я смотрю Да. по комментариям. Там с любой точки можно было сесть в зале и очень хорошо наблюдать, что происходит на экране, да? Да, сейчас мы подойдем еще дальше. Там тоже есть фонтанная территория. И я вам покажу, как сейчас там все. Да, дворец имени Романов мы проходим, он у нас с правой стороны. Необычное, конечно, красивое здание в кирпичном стиле, да, таком. В стиле трехглавого орла построено. У него центральная часть и две боковые части, они напоминают, если посмотреть сверху, трехглавого орла. Если сверху Да, смотреть. в концепте это заложено. Ага. Ну что, друзья, поднимемся на еще одну фонтанную территорию. Да, здесь очень много фонтанчиков, которые бьют вверх. И бирюзовая вода. Смотрите, какая красота. Так пойдем. Молодежь веселится, девчонок поливают. С молодости мне площадь Мустахалик стала люба, потому что здесь проходило очень много празднеств, молодежных празднеств. Сам я работал какое-то время на этой площади в Центральном комитете комсомола Узбекистана. Работал организатором по работе сельской и научной молодежи по Средней Азии, 4 республикам. Ну, штаб-квартира у меня была здесь, при ЦК комсомола. В 1973 году, когда мы заканчивали школу, после выпускного вечера мы вышли на гуляние в Ташкент, встречать зори Ташкента. И вот все школы Ташкента собрались здесь, вот на этой площади. Тогда это была площадь очень открыта. В 6 местах этой площади играли вокально-инструментальные ансамбли. Вы помните, тогда в те времена были
популярный конкурс «Алло, мы ищем таланты». Да. И вот эти лауреаты этих конкурсов выступали. Кроме того, значит, были у нас такие полупрофессиональные группы. Было очень весело. Купались, всю ночь гуляли. В праздничной одежде мы были. Несмотря на это, мы окунались в эти бассейны, в эти фонтаны. После этих фонтанов шли на Театральную площадь, там искупаемся. Оттуда мокрыми шли мы на аэропорт Симост. Он тогда был, в 1973 году. Да. И это была самая высокая точка Ташкента. Ага. Оттуда мы уже встречали зори, которые Оттуда их было видно. Да, поднимали, да, с востока. Место очень значимое, очень любимое. И как горожанам, так и гостям столицы. Да, в советские времена именно здесь проходили все парады, все демонстрации трудящихся. Именно на 1 мая люди выходили, коллективы, да, трудовые выходили, с лозунгами, с транспарантами, с шарами. Ну, вот триумфальная арка в честь Мустакль-Лик. На нем сидят журавли, или парят журавли, если вы видите. Аисты, не журавли, а аисты. А аист — это символ мира и добра. Поэтому их посадили на эту арку. Ну, честно говоря, мне как-то больше ближе именно вот тот период советский. Да, ну тогда, значит, на месте вот этого глобуса стоял памятник Ленина. Да, он там на постаменте. Да. Очень был высокий. Его, правда, дважды меняли. Был сначала небольшого, 3 метра ростом, а последний памятник, он был 18 метров высотой. Ну вот, с обретением независимости поменялись ценности. Памятник, на смену памятника Ленина пришел глобус. Значит, что еще можно сказать? Тут есть монумент Скорбящей матери. памяти погибших на войне с указанием фамилий, ну почти всех. Если я не ошибаюсь, 4000 фамилий, кажется, здесь. Да. И памятник скорбящей матери, Да, вечный возле огонь. вечного огня. Да. Одна из тенистых и зеленых территорий Ташкента, центра Ташкента, это вот этот парк перед памятнику скорбящей матери. Мы сейчас в него заходим. Вот мы можем видеть продолжение этих фонтанов. Если тот фонтан был, как я прикинул, метров там 300, 250, 300 метров. Ну вот если вот этот весь фонтанный комплекс, Да. ну он тянется километра 1,5, наверное, не меньше. Да, причем до пересечения это С Алишера улицы Наваи, Алишера да? Наваи. Так хочется сказать. Улица Ленина, там Первомайская, вот это вот старые названия. Арифака, чувствуете прохладу, да? Здесь совсем по-другому. Да. Ну, в благоустройстве этого парка, об устройстве этого парка работали лучшие специалисты, лучшие умы. Все подведено под концепцию независимости и памяти тем, кто внес в наше благополучие свою лепту. Пусть это было в годы войны или в годы мирного созидания, при ликвидации последствий землетрясения. Все это было направлено на созидание. Вот ты можешь снять женщину, которая ухаживает за садом. Да. Спасибо им большое. Везде все чисто, красиво, Вот аккуратно. какие сосны. Вот снизу Да. вверх снять их. Сосны.
Ну что, друзья, мы с вами вышли на аллею Скорбящей Матери в преддверии великого праздника Дня Победы. Да, мы вышли сюда, чтобы Сначала почтить память. почтим память. Студенты. Вечный огонь. Да, Вечно здесь- жива память о наших соотечественниках, отдавших свои жизни за свободу и независимость, счастье нашего народа и страны. Вот видите, написано и на русском, и на узбекском. Вот там, например, ты всегда в наших сердцах, Да, родимые. родимые. Сен доем, хабумздасан. Да, на узбекском и на русском здесь продублировано. Да, В принципе, так и должно быть, потому Так что и наши деды, они именно плечом к плечом сражались именно с фашизмом, против фашизма, именно с русскими и с другими национальностями бывшего Советского Союза. давайте памятные дощечки Да. посмотрим. Вот, уже во весь рост эти кремлевские эти Голубые ели, да? голубые ели. Это вот они, да? Да, вот они. Рядом березы высокие, смотрите. Мгм. И сосны. Здесь можно видеть растительность разных географических широт. Но это все благодаря обслуживающему персоналу. Они смогли уберечь это все, адаптировать к нашим условиям. Вот ищут фамилии своих Родственников. родственников. Это все сделано на медных досках. Можете поближе подойти. Вот посмотрите. Причем, видите, по вилаятам. По Каримский вилаят, город Да, Ташкент. и вот посмотрите, по алфавиту фамилии идут. Например, здесь на О, на П, вот на М, М, на Н. Да. И вот годы. Такие медные страницы, да? Ты- Мгм. Мгм. Это по всем вилаятам. Порезан. Ташкент вилаятом. Сурхандарья. Джизак. Есть, нет? Сырдарье, Самарканд. Там, На наверное. той стороне. Гулистан, Шахре. Вот если просматривать фамилии, можно заметить, что много очень здесь не узбекских фамилий. Кузнецов, Вот видите, Кусаев, Кутелев, Красночаров, Кузнецов, Костенко. Лапа, Костенко, и украинцы, и русские, и даже и корейцы здесь есть, и нагайцы. Вот Игнатин, например, Игнатин. Эти два брата, видимо. Ильич, Ильюшкин. Илюшкины. Ивановых, смотрите, сколько только. Ивановых только, да, целые. Приятно. Ширкасов, Шинаев, Шимкаев, Чекменов, здесь и казахи, и киргизы, и даже немцы. Вот Фельдманы, Федосеева. видите, Фомины.
и поляки. Польские фамилии встречаются. Очень много. Ну, поэтому можно судить, что еще в годы войны здесь проживал очень многонациональный контингент. Ну, надо отдать, конечно, дань почести тем людям, которые жили, строили, развивали Узбекистан, отдали жизнь ради мира на земле, ради мира в стране. Это надо помнить, ценить, не забывать, Беречь и уважать. беречь и уважать и отдавать должное. Да. 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 То, что вот оголенные стволы мы видим, вот здесь вот четко видно, многолетние, это не наши местные чинары, так называемый платан. Это завезенные платаны. А я Им- тут почему-то думал, им- что именно вот эти вот с такими оголенными стволами, это как раз таки наши. Нет, у нас немножко вот такого примерно типа, но это ясень. То есть вот эти наши. Нет, это ясень. Ага. Смотрите, А вот эти оголенные? Вот он, вот. А, вот он. Оголенные завозные это, Ага. да. Платаны. А вот это вот наш. Вот этот наш. Вот это наша чинара. Вот она, да. Вот она, видите, она толстокожая такая, Да, да, да. могучая. А вот эти завезенные голые, да? Это завезенные голые, да. Ну, они неплохо уживаются друг с другом. Ну да, конечно. Если их не трогать, вообще все уживается, да, честно говоря? Вообще у нас земля такая Ну, классная, да? Раньше у нас при Институте лесного хозяйства Так. был дендропарк, так называемый, Он- где выращивали вот эти декоративные вот эти деревья. На Их сначала Инсабаде. там, да, за Учкахрамоном. Храмоном, да. Их завозили, адаптировали маленькими росточками, где-то семенами выводили. И так приспосабливали к нашим условиям. К резко континентальному климату. Да. Я хотел сказать, что у нас земля, говорят, что кинт-пень вставишь просто, да, и он зацветет, прорастет. Есть такое. У нас по обычаям в качестве рукояти черенка для лопаты и китмее используется тал, ива. Ива. Ива пряморастущая, и черная ива, как ее называют, у нее ствол темный. Ага. Значит, и ветви идут очень ровные. Ну вот иве свойственно такое, значит, если обрубок ветки весной просто колом бить в землю, Ух ты, так Да. это не просто слова. да нет, он прорастает, дает, укореняется и дает новые победы. Да. Вот это здание долгое время, да, в советское время было начато, построено, и что-то оно стояло как долгострой, да, помните? Да. Ну, А его- перед ним была торгово-промышленная палата, тоже чуть ниже здание было, тоже такое административное. Первое министерство внешнеэкономических связей Мгм. располагалось здесь. Это был тогда филиал союзного министерства Да. внешнеэкономических связей. Потом с обретением независимости стало, значит, узбекское министерство. И при ней была торгово-промышленная палата. Но его уже снесли. А вот за ним вот этот долгострой, лет 20 его строили. Да, я Он помню был тоже. покрыт мрамором. Мгм. Очень тяжелое было здание. Мраморные плиты были где-то 5 сантиметров толщиной. И вы представьте, вот такую громадину, это, ну, каркас у него очень мощный. Железобетон. Нет, да, из мощнейших швеллеров Мгм. собрана Такого коричневого цвета конструкция. они еще, да, вот помню, стояли. Да. Сейчас, кстати, смотрите, Ну, сейчас его тоже... облегченно сделали конструкцию, а мрамор пустили на новую ветку метро. На облицовку станции. Че добру пропадать? Нет, конечно. Правильно. Ну, смотрите, сейчас тоже какая-то модернизация идет. Видите, вход закрыт баннерами, и он продолжает то понятие долгостроя, так оно Сейчас и... это бизнес-центр Пойтахт. А да, одно время был, да?
Да. Вот, там были офисы точно, да. Офисы были. Ну, сейчас таких бизнес-центров много понастроили. Да, государственная библиотека имени Алишера Наваи вот здесь у нас. Да, вот она. Причем очень такая с большим фондом книг. Есть планы построить новую, заново библиотеку Наваи уже в Новом Ташкенте. И, ну, я это вычитал из новостных каналов, Мгм. из информационных каналов. Ну, не знаю, насколько это необходимо. Да, если уже есть, Да, если уже есть такое. причем очень громадное помещение. Может быть, очень- там что-то другое задумано. Может, там сделать культурный центр какой-то. А старый Ташкент превратить в деловой центр. Ну, не знаю, ну, построено было все по уму. Здесь есть и читальные залы, и книгохранилище. Ну что, дорогие друзья, вот мы и закольцевали наш маршрут Арифака. Мы вернулись на то место, откуда мы начали сегодняшний наш репортаж. Да. Ну, мы начали свой поход еще когда только начинала формироваться выставка цветов. Съезжались цветоводы и наши ремесленники, устанавливали свои столы, надували воздушные шары. Мгм. Тогда только мы сделали большой круг, заодно ознакомились с центром, с фонтанами его, с площадью памяти, с площадью Мустак-Алик. Ознакомились с ландшафтом, с растительным миром отчасти. Ну вот, как видите, не так страшно, что вырезали деревья. Основной вот фон остался, зеленый фон, эти аллеи, эти насаждения вдоль дорог. Посадили очень много деревьев. А сейчас идет у нас очень большая кампания по озеленению. Не только Ташкента, а вообще всего Узбекистана. Поэтому будем считать, что Узбекистан и дальше цветет. Да, видите, народ стягивается на выставку. Ну а мы с вами, дорогие друзья, прощаемся ненадолго. Я надеюсь, вам всегда приятно видеть Арифака в кадре. Да, я это чувствую по вашим комментариям. Вы всегда просите, чтобы он был почаще у нас в гостях. Ну, что мы, в принципе, и выполняем. Спасибо вам большое, что смотрите, комментируете, пишете. Пока-пока. Всем всего доброго. С вами были Устам Камила и Арифака. Доктор Шом. Доктор Шом.